Напиток фараонов. Вы знаете, из цветов какого растения можно приготовить такой напиток для орхидей? А вы знаете, как удвоить количество цветоносов за 2 месяца? Нет? Тогда посмотрите это видео до конца. Привет, друзья! Вы на канале Классика орхидейного жанра. В этом выпуске мы приготовим с вами напиток фараонов для орхидей и узнаем, каким способом с помощью этого напитка я удвоила количество цветоносов на этой орхидее. Но, как всегда, обо всем по порядку. На ваших экранах одна из 6 экспериментальных орхидей, которая по нашей с вами договоренности осталась не пересаженной после покупки. На ваших экранах Phalaenopsis Buttercup. Вот она, посмотрите, желтого цвета слева. Этот фаленопсис был приобретен 24 сентября прошлого года и с тех пор не пересажен. Этому растению уже посвящалось несколько видео, и все эти видео хранятся в плейлисте «Фаленопсисы. Вопросы по уходу». Ссылки на все эти видео я оставлю в первом закрепленном комментарии под видео и в описании к нему. Buttercup приехал ко мне из другого города Приморского края, из города Арсеньев, поэтому возможности выбрать орхидею самостоятельно у меня, как всегда, не было. Нельзя сказать, что листовая масса растения находится в идеальном состоянии. Видны множественные заломы или сломы на листовых пластинах. Тем не менее, у растения новый растущий листик и корневая система в достаточно хорошем состоянии. Внимательно отслеживайте, на какой стадии развития находится орхидея во время покупки, для того, чтобы у вас была возможность сравнить, как выглядит орхидея через 8 месяцев после приобретения, что она делала все эти 8 месяцев и чем занимается сейчас. Несмотря на то, что с 22 сентября день в северном полушарии неуклонно шел на уменьшение, адаптация этой орхидеи в домашних условиях прошла достаточно успешно, быстро, и через 2 месяца у орхидеи появился новый молодой листик. А тот листик, который был маленьким во время покупки, вырос в полноценный, здоровый и большой. Все время с момента покупки орхидеи и до наших дней она поливается микрополивом. Вот с помощью этой спринцовки для носа объемом 35 мл. Почему? Да потому что у орхидеи до сих пор под стволом находится пресловутый торфяной стакан, который, по мнению многих, так вреден для орхидеи. Конкретно взятой орхидеи ни торфяной стакан, ни грунт-убийца или субстрат-убийца, очень влагоемкий кокосовый субстрат, никакого вреда не причинили. Напротив, в условиях центрального отопления и очень сухого воздуха квартир именно этот субстрат помог орхидее развиваться буквально семимильными шагами. Орхидея начала активно отращивать не только корневую систему, не только занималась листовым ростом, но и продолжила оба покупных цветоноса. Buttercup заложила на 2 цветоносах 11 новых домашних бутонов и к Новому году порадовала меня полным распуском. Вот такие невероятно солнечные, невероятно ароматные зайчики-одуванчики радовали меня в самое темное и самое холодное время года. Несмотря на то, что орхидея цвела, она не прекращала корневой и листовой рост. Посмотрите, как вырос молодой листик, который появился у орхидеи через 2 месяца пребывания дома. Вот так он выглядел через 3 месяца. Что я делала для того, чтобы орхидея так бурно развивалась и цвела даже в самое темное и самое холодное время года? А я-то всего-навсего создаю условия для С3 пути фотосинтеза у орхидеи. Я опрыскиваю свои орхидеи регулярно и постоянно.
И я абсолютно не отслеживаю, куда попадает вода. Попадает ли она в листовые пазухи или в центр розетки орхидеи. Вся эта вода очень быстро усваивается или перерабатывается орхидеей и испаряется в условиях сухого воздуха квартиры. Еще через 3 месяца орхидея порадовала меня бурным корневым ростом от ствола, 2 новыми цветоносами и продолжающимся цветением. На ваших экранах процесс микрополива орхидеи, хотя в том видео я сказала, какой он уже микро, если я выливала по 2 спринцовки утром и вечером каждый день или почти каждый день. Вот такой результат моего ухода мы могли наблюдать в середине марта этого года. 2 новых цветоноса. И это уже небывалая удача, с учетом того, что орхидеи на тот момент цвело 2 первых цветоноса, которые были с орхидеей во время покупки. В том видео я сказала вам: 2 новых цветоноса, 2 новых листа, невероятно бурный рост корневой системы – это ли не результат? Еще через месяц орхидея отцвела на покупных цветоносах, а новые цветоносы вот так выросли. В тот момент я уже вовсю работала над удвоением количества цветоносов. Я обрабатывала орхидею напитком фараонов. На ваших экранах апрель этого года, событие месячной давности. Начиная с марта этого года я использовала буквально подручный материал для создания напитка фараона, для того, чтобы дать моей орхидее силы на выращивание этих 2 цветоносов и еще 2, которые я планировала получить. Всем тем, кто давно на этом канале, известен мой способ активации меристемных почек на цветоносах орхидеи с помощью опрыскивания. В данном случае я опрыскивала цветоносы этой орхидеи не просто кипяченой водой, как я обычно это делаю, а использовала для опрыскивания напиток фараонов. И посмотрите, пожалуйста, на результат таких опрыскиваний. Пробудились 2 верхние меристемные почки на обоих цветоносах. Тем самым я увеличила количество цветоносов вдвое. А теперь посмотрите, как отреагировала корневая система орхидеи на этот напиток. Корни от ствола орхидеи показали невероятно бурное развитие. Они росли непосредственно в субстрат, который я поверху уложила мхом. Мох недостаточно живой, тем не менее он показывает орхидеи, где влажно и куда следует отращивать корневую систему. Отращивая невероятно красивую корневую систему, орхидея не забывала о росте цветоносов. И вы посмотрите, как выглядел фаленопсис примерно месяц назад, в конце апреля этого года. Активация обеих меристемных почек на обоих цветоносах прошла весьма успешно. И сейчас вы можете наблюдать, какие замечательные ответвления развиваются на обоих этих цветоносах. И пока я, продолжая вас интриговать, называю этот чудо-напиток напитком фараонов, напишите в комментариях, кто-нибудь уже догадался, из цветов какого растения я буду изготавливать этот напиток. Напишите. Ну а для тех, кто не хочет гадать, я начну свой рассказ. Гибискус – необычайно популярное растение, давно известное в комнатной культуре. Относится оно к семейству мальвовые. Растет в разных странах, в основном в тропическом регионе. Его можно встретить и в Южном Китае, и в Бразилии,
Острова Гаити, Фиджи, Суматри, Яви, Шри-Ланке. Гибискус является национальным цветком Малайзии. На Гавайях его называют цветком прекрасных женщин. В местах естественного произрастания гибискусы служат не только в декоративных целях. Все части этого растения применяют в медицине. Молодые листья и побеги употребляют как овощи. Из цветков изготавливают краску для волос и пурпурную для пищевой промышленности. Всем известен тонизирующий напиток чай каркаде. Это тоже гибискус. Его же используют как фруктовую добавку в составе многих других фруктовых чаев. Гибискус китайский прекрасно очищает воздух в помещении. Замечено также, что это растение благотворно влияет на другие растения в квартире. Каркаде имеет много названий и эпитетов. Его также называют напиток фараонов, красный чай, кандагар, суданская роза, китайская роза, красная роза, красный щавель, кинаф, роза Шарон, мальва Венеции. В Латинской Америке напиток распространен под названием хамайка. Как вы уже поняли, напиток фараонов делают из цветов гибискуса. В цветах гибискуса содержится огромное количество витамина С, а также витамин А, витамины группы В, В1, В2, В6, В9. Кроме того, заваривая напиток фараонов, наши орхидеи гарантированно получат порцию калия, железа, фосфора, натрия, магния, кальция, цинка и меди. Чай из гибискуса содержит невероятное количество витамина С, который является сильнейшим антиоксидантом. На мой взгляд, самым ценным в составе каркаде является наличие необыкновенно важных и ценных для орхидей органических кислот. К ним относятся яблочная, винная и лимонная кислоты. Эти кислоты укрепляют иммунитет орхидеи, обладают дезинфицирующим, бактерицидным и противовоспалительными свойствами. Но самым главным, на мой взгляд, является наличие в химическом составе цветов гибискуса антоцианов. Вот они как раз-таки и укрепляют сосудистую систему организма орхидеи. Укрепляют, не позволяя проникать в нее различным бактериальным и грибковым заболеваниям. Часто создавая свои видеоролики, я получаю в комментариях: а у нас нет алоэ, а у нас нет толстянки, а у нас нет одуванчика и чистотела. Друзья, каркаде есть у всех. Его можно купить в любом уголке мира и использовать любому. Каркаде пьют люди для понижения давления. Каркаде прекрасно можно использовать на орхидеях. Что только я не делаю из гибискуса, что только я уже не делала и что только я еще не сделаю. Я использую в гибискусе все, начиная от веточек гибискуса, с помощью которых я формирую цветоносы орхидеям, и заканчивая листьями и цветами гибискуса. И если о листьях и об их использовании для орхидеи мы поговорим в одном из будущих выпусков, то сегодня мы поговорим об использовании цветов гибискуса домашней китайской розы или суданской розы для изготовления напитка фараонов для орхидей. И если у вас дома не растет китайская роза, не растет гибискус, вы можете использовать чай каркаде, который продается
россыпью для заваривания в любом супермаркете мира. У меня гибискус растет дома с незапамятных времен. И периодически, когда растению не хватает света или солнца, потому что весь свет забирают орхидеи, у него отваливаются цветы прямо в бутонах или чуть-чуть распустившиеся бутоны. Вот именно такие бутоны я и использую для орхидей. И что греха таить, иногда я использую уже отцветшие и засохшие цветы. Абсолютно все идет в ход. На вот такой сосуд объемом 1,5 литра я использую всего 3 цветка гибискуса. Цветы уже высохшие и могут храниться бесконечно долго до любого следующего использования. Часто у меня в комментариях спрашивают, а можно ли купить что-либо для использования на орхидеях. Друзья, ну конечно можно, только каков смысл? Я уверена, что где бы вы ни жили, исключая Арктику или Антарктику, есть те растения, которые произрастают в вашем регионе и которые вполне можно использовать для орхидей. Если вы живете в тропических странах, где всегда жарко, у вас наверняка есть алоэ и толстянка. Если вы живете в средней полосе России, то у вас наверняка есть и одуванчики, и чистотел, и лопух, и крапива, и тот же самый бабушкин гибискус, который растет очень у многих дома. Ну а мы продолжаем изготовление напитка фараонов. Его можно изготавливать с помощью и горячей, и холодной воды. Я чаще всего использую горячую воду температурой от 50 до 70 градусов Цельсия. Никогда не использую кипяток. Напиток фараонов не надо настаивать слишком долго. Как только напиток остынет, его можно использовать для орхидей. Как любой другой настой, используем напиток фараонов только для опрыскивания орхидей по листу. Если незначительное количество напитка попадет в субстрат, не страшно. Но использовать такой напиток для полива орхидей не следует. Обратите внимание на цвет напитка. Вот у меня он получился слишком крепким, поэтому я его буду разводить. Для использования на орхидеях напиток должен быть слабо-розового цвета. И поэтому вот тот напиток, который вы сейчас видите на своих экранах, я еще разведу в пропорции 1:3. Добавлю к одному графинчику настоя объемом 250 мл, то есть стакан, еще 3 стакана воды. В моем случае 3 графинчика воды. На мой пульверизатор объемом 2 литра тратится 2 стакана напитка фараонов и 6 стаканов обычной кипяченой воды. И пульверизатор наполнен полностью. Приступаем к обработке. Все как всегда. Опрыскиваем листовые пластины орхидеи со всех сторон. Самыми главными для обработки являются нижние части листовых пластин орхидеи, там, где устичные щели. Не забываем обрабатывать цветоносы и меристемные почки на них. Для балконных обработок чаще всего я использую помповый пульверизатор. Вот таким довольным и счастливым выглядит Phalaenopsis buttercup после обработки напитком фараонов. Вы посмотрите на эти 4 цветоноса. Эта видеосъемка была сделана в середине мая, а точнее в 20-х числах мая. И сейчас мы взглянем на результаты моей деятельности по выращиванию этого фаленопсиса более пристально. Вот такие корни растут после использования напитка фараонов. Они растут буквально отовсюду и устремляются непосредственно в субстрат. 2 новых листа орхидеи выросли полностью, они в великолепном тургоре. Остальная листовая масса орхидеи, которая была с ней при покупке, полностью сохранена.
Ну и, конечно же, оценим новое предстоящее цветение на 4 цветоноса. 2 новых цветоноса и 2 цветоноса из пробужденных меристемных почек. Общий план издалека. Вот так в корзинках для велосипедов у меня располагаются орхидеи на открытом балконе в весеннее-летнее время. И вот так с помощью нехитрых народных способов я достигаю пышное цветение без использования химии, удобрений, активаторов, стимуляторов, энергенов. Я использую только то, что дарит нам сама природа. Для вашего удобства я создала плейлист, который называется «Целебные снадобья для орхидей». В этом плейлисте собраны все видео с народными рецептами и средствами от природы для использования на орхидеях. В этом плейлисте вы найдете рецепты по использованию чистотела, лопуха или русского женьшеня, одуванчика лекарственного, крапивы, толстянки, алоэ, обыкновенные молочные сыворотки и многого-многого другого. Обязательно посмотрите этот плейлист и все видео, которые в нем собраны. Ну а мы будем ждать невероятно пышного, ароматного и красивого цветения фаленопсиса Buttercup. И если вы хотите посмотреть на это цветение, обязательно подпишитесь на канал и возвращайтесь на него вновь. А я напомню вам, что 22 минуты вы провели на канале «Классика орхидейного жанра». И если вам понравилось это видео, если вы захотите вернуться на канал вновь, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх под видео, подпишитесь на канал, если раньше вы этого не сделали, жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео. И оставайтесь со мной, ведь впереди у нас много интересного.